Друзья, всем привет! Наконец-то я приехал открывать сезон на избу-заползуху. Сегодня у нас плюс 12 градусов, небо ясное, чуть-чуть небольшой ветерок. Взял сегодня практически все с собой, все, что можно. Кружки у меня на щуку здесь оставлены, если попадет какой-то живец. Взял коробку вот такую вот с воблерами, своя стандартная, которую вот я таскаю везде. Куча резины, как обычно. Есть железо. Взял здесь резину в такой сумочке. Там и мелкая резина, всякая разная. На оснастку дропшот. Есть вот такая щука. Может быть, она выстрелит у меня здесь, на этом озере. Больше, вот где я ее пробовал, ничего на нее не ловил. Экземпляр такой не маленький. В этот раз привез я воды 10 литров из деревни с собой. И сейчас сходил на ручей. Вода, кстати, нормальная, как всегда. Вкусная, хорошая, прозрачная, чистенькая, вообще отличная. Бобры начали строить вот эта плотина, которая у меня здесь всегда есть, и выше начали еще одну строить. Но пока еще в стадии разработки у них. Еще не до конца они ее сделали, но уже начали. Там была повалена береза в свое время. Я когда ездил еще весной по льду, не по льду, а ну там еще лед был, ходил. Так что они тут совсем обнаглели. Причем эта плотина метров, наверное, на 30 повыше по ручью. Лебеди до сих пор не улетают, сидят. Ехал сейчас вдоль травы, кидал незацепляйку. Думал, может, щука в траве стоит. Прокатился по самой траве, но ни одного выхода не видел. Есть. Попал, еще не попал, но вот такой вот окунь взял. На Max Quad 115. Есть еще один. Ух ты, где-то булькает так хорошо. Это щука. 100%. Либо окунь хороший. Щука, да? Опа. Вот она. Такая около килограммчика. Ну, килограммчик точно будет. Вон она. Так, просто мне ее не взять. Держится-то, конечно, не очень. Стой. Елки-палки. Есть. О, друзья, вот это уже экземпляр нормальный такой, в районе 2,5 килограмм. Вот на такой воблер взяла на Max Quad, вот только вот в такой расцветке. Долго я тут кидал, потом ловил на дропшот окуня, но ни в какую. Поставил этот воблер и сразу же поклевка. Поеду, проедусь вот туда к траве. Там сейчас такие всплески были хорошие, но в самой этой тресте, может быть, где-то рядом попробую. Но щука крупная, чувствуется. Хорошая. Вот тут она где-то в самом этом тростнике. Щука такая не маленькая.
Глубина сантиметров 10, наверное. Тут окно вот есть, более-менее. Можно тут попробовать. Эх, картошина еще целая попалась, не разрезанная. На улицу можно вынести, чтобы остывало. Опа. По поводу рыбалки, я вот последнюю щуку когда поймал, потом уехал в траву, в тресту в эту. Там были всплески серьезные такие, я думаю, щука неплохая была. Но я покидал вот между, то есть, ну, в таких окнах попробовал, но ни одного выхода не видел. Ловил я, наверное, может, час там, потом по ветру плыл в сторону избы, все кидал воблер, и больше ни одной поклевки я не видел. И где-то около 7 часов вечера я был уже здесь в избе, пока рыбу прибрал, почистил, щуку подсолил. Буду приступать к рыбе. И, друзья, всем до завтра. Пока сидят. Главное не утонуть тут нигде. Нормально проскочил. Сейчас главное за деревья зайти. Решил пока не рыбачить, а проехался на лодке на другую сторону озера и ушел километр где-то
может быть даже больше. По ветру разносились звуки косачей. Они сидели вот здесь на болоте. Сейчас только что начал подходить. Увидел их, и метров с 200 они улетели. В принципе, работы немного. За 10 минут все сделал. Пару сушин свалил. Ну и сухих веток добавил, и готово. Щучка. Опа. Есть. Вот такая попалась. Есть еще одна. Вот это уже нормальная. Замоталась. Хопа. Вот такая. С первого же заброса. Примерно такая же, как эта. Накрутила тут, навертела. Есть. Опа. Вот такая. Еще одна, третья. Опять с этого же места. На тот же самый воблер, но это уже побольше такая. Вот она. Неплохие щучки. Вот там уже мелко дальше идет. Тут уже и то траву цепляю немножко. Есть. Зацепляются хорошо, поэтому так поднимаю. Ну и щука вот такая вот, полторашка примерно. Опять у самой лодки взяла. Сегодня гораздо прохладнее, чем вчера. Вот это уже хороший экземпляр. Главное, чтобы за якорь не зацепилась, за веревку. Немножко приподнимаю. Есть, друзья. Вот такая вот. Это вот такой Максквад, 115 размер. Именно вот в такой расцветке. Вот я до этого кидал точно такой же воблер, один в один, но вот такая расцветка. Зеленый и не поклевки. Дождик закапал небольшой, но сегодня передавали. Завтра по прогнозу вообще целый день дождь стоит. Погода такая неплохая для рыбалки в это время. Пасмурно, но холодно. Единственное, что холодно, руки мерзнут. Окунь. Вот вчера в этом же месте окуни клевали. Ух ты!
Эх, сошла. Щучка была такая, ничего. Еще одна попалась. Такая в районе килограммчика, наверное. Привычка дурацкая вот эту вот леску делать короткую тут. Окуня, ребята, я тут ловил сейчас, стоял, но он не клюет, просто не клюет. За воблером бегает вот за этим, а больше вообще ни на что. Пробовал резину, пробовал, у меня есть такие резинки, как червячки такие, беленькие, есть коричневые. Твистера есть темного цвета, ярких только расцветок нету. Вот. Ни поклевки, даже ни одного выхода не видел. Потом пробовал просто на виброхвост, на джиголовке. Ну, просто равномерная проводка, тоже тишина. И вот сейчас плыву, кидаю. Опять воблер, тот же самый. И вот щука попала. Плюс 2 градуса всего. Вот это холодина. Даже здесь у избы. А так, наверное, плюс 1, около 0 где-то. Ветер холодный, северный, северо-западный. Надо, наверное, одеваться в следующий раз потеплее, конечно. Уха застыла, как желе. Ну и холодина сегодня. Но рыбалка, конечно, отменная. Небольшая вроде. Вот такая вот попалась щука, небольшая, но заглотила, конечно, будь здоров. Не знаю, сейчас, если удастся ее удачно так отцепить. О, подожди, стой, не дергайся только. Иди, живи. Дождик чуть-чуть капает на озере Штиль. Там небо такое ясное уже. Выглядывает солнышко. Погода вообще отличная.
Сварю сначала щучьи головы и окуня, а потом закину картошку. Все не влезет сразу. Печень тоже потом сварю. Так, чуть-чуть прикрыть можно. Щуку приготовлю здесь, на печке. Печку все равно надо подтапливать, на улице плюс 5 градусов, да и курточка у меня это сырая. Уху буду есть я завтра, так как сегодня я ел вчерашнюю уху. Она, ребята, настоялась почти сутки, пропиталась дымом, пропахла, и это просто в разы вкуснее. Сейчас оставил ее там у костра, чайник еще греется. Крышку никогда не закрываю. И сейчас это все там настоится, дымом пропитается. На ночь ее там оставлю и есть буду завтра. Либо рано утром, либо, может быть, на обед буду. Посмотрю. Уха очень жирная, щучьи головы. Сейчас вот сделаю себе мочком такую щуку в водичке с луком и с маслом сливочным. Поем и щучьи головы съем. Там есть особо так нечего, мяса там немного, но тем не менее они вкусные. Попью чая и буду ложиться спать. Сейчас опять накрапывал небольшой дождик, вроде как закончился.
Такой ухи ни в одном ресторане не поешь. Ой, это, ребята, фантастика. Вот надо как уху варить. Ее надо есть на следующий день. Это просто очень огромная разница. Пахнет дымком. И самое главное, она чуть-чуть прохладная. Это вообще то, что надо. 0 градусов, мокрый снег, ветер поднялся, порывистый. Погода только в избушке сидеть. Но по сути для рыбалки неплохая. Погода вроде наладилась, дождя нет. Ветер чисто север подул. Попробуем. Есть, ребята, взяла. Хорошая. Замоталась. Замотала вокруг. Ух ты, намотала. Вот такая вот взяла. Я думал, конечно, больше. Но это хорошая полторашка такая. Даже думаю, больше. На рудру 130-ю. Но намотала она вокруг, конечно, вообще. И сейчас еще до этого была поклевка. А другой воблер кидал. Нифига. Ай, елки-палки. Я, конечно, думал, что щука крупнее. Она схватила и как-то начала крутиться. И я ее тащил, получается, поперек. Поэтому было такое сопротивление и показалось, что щука крупнее. Заварил чай, и надо сделать одно ответственное дело. Вот такой штатив и вот эти зубчики. Видите, какой они звук издают? Они подкручены вплотную уже, все, там уже некуда. То есть, если подкрадываться к птице, то шум хороший. Чуть-чуть задел штатив ногой случайно. Такое дребезжание идет сильное, так как завтра с утра поеду, не с утра, а ночью поеду на предполагаемый тетеревиный ток. Хочу из оставшейся вот здесь клеенки на столе вырезать такие прокладочки и сюда вот так подставить, чтобы не тряслось это все, не дребезжало. Звук, конечно, стоит очень такой неприятный, причем его слышно далеко. Кажется, вроде мелочь, а еще все три уже не раз меня подводило. Я все собирался сделать, все, у меня руки не доходили. О, красота. Только расцветает, время 3 часа ночи. Пока доехал, пока пешком дошел, время пришло прилично. Сегодня ночью выпал снежок. Погода холодная, стоит север, северо-западный ветер. Видите, как я оделся, у меня там еще снизу одна курточка такая.
Все, что есть, все одел. Я вообще не понял, откуда они появились. То есть я смотрел в ту точку, никого не было. Потом услышал звуки. Думаю, ладно. Смотрю, заползали. Откуда они появились? Может, они там и сидели. Если прилетели, я бы их видел. Но расстояние примерно метров 200. Далековато, конечно. Развесил все сушить. Рюкзак, курточка, штаны. Все сырое. Не удалось мне толком поснимать косачей. Сидело их в итоге, как оказалось, 5 штук. Я видел только 3. Но с такой погодой они даже не кричали. Они все съежились и сидели как памятники. Один вот потом пытался спустя час где-то что-то изобразить, хвост распушил, немножко походил, побегал тут. 2 как сидели, так и сидели. Он, глядя на них, сделал то же самое. В итоге просветов никаких не было. Погода вообще еще больше усилился, снег, ветрище. И я решил выйти из шалаша и попробовать их поснимать поближе. Только я вышел, прошел, наверное, метров 5, и они взлетели. Все. Улетели в сторону горы, туда, леса, на край болота. И больше я их не видел. И смысла я просто не видел больше сидеть, снова чего-то ждать. В лесу тишина, все замерло от такой погоды. Сейчас до сих пор идет снег, время уже 8 утра. И вот приехал в избу. Сейчас грею чайник, попью чаю, наверное. Что-нибудь съем и ложусь спать. Охота спать уже. Проснулся я в 2 часа ночи сегодня. И ну вот так. Удалось заснять норку. Скорее всего, что это была та же самая, которую я подкармливал зимой. Но тогда не удалось ее заснять. Она окуней меня таскала, но как-то вот я ее не заснял. Друзья, всем доброе утро. Время 3:30 утра. Я только что подошел, минут 20 сижу. Такой гул стоял, вы бы слышали. Они здесь прыгали, скакали, их, наверное, штук 10 было. Я дошел до шалаша, они меня не видели. Удалось их чуть-чуть поснимать, но темно еще. И потом они резко взлетели, хотя я сидел тихо.
улетели. Это потрясающее зрелище. Я даже первый раз на таком таку косачином даже не знаю, с чем это сравнить. Лучше, чем в кинотеатре. Такое шоу вообще. Вот это шоу. 11 штук. И 2 самки еще прилетело. Снова они вернулись. Улетели через 20 минут, даже, наверное, раньше. Прилетели обратно. И сейчас лебедь хотел вот сюда сесть на болото. Увидел меня, пролетел мимо. Я его заснял вдаль только. Туда. Почему-то один. Я никак отсюда уйти не могу. Косачи снизу дерутся, а самки сидят 4 штуки вот на сосне. Вот. Вот на этой вот сосна. Никак я, друзья, не могу отсюда уйти. Это просто сказочная атмосфера. Не передать словами. Надо здесь оказаться. Погода просто прелесть. Такие облака. Идет небольшой снежочек. Ветра нет. Тишина. Они уже вообще никакого внимания на меня не обращают. Вот у меня шалаш. Вон. Я вышел уже. Им без разницы. Вон там еще сидят. Короче, их тут сначала было где-то штук 10. Сейчас, по-моему, больше стало. Они просто в разных местах немножко, не все в одной куче бегают. Вареная картошка. Порезал копченое сало. Такой вот будет завтрак. Картошку-то вчера варил на ужин. Погода сегодня просто идеальная. Минус 1 градус, ветра нету. Солнышко немножко выглядывает. Такая тишина, благодать. Вот снег, который выпал ночью, утром немножко шел, он не тает. По идее, надо бы на рыбалку ехать, но надо сегодня ехать домой. Сейчас завтракаю, ложусь отдыхать. Может, посплю часа 3. И где-нибудь к обеду поеду домой. Так что, друзья, всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Берегите друг друга и, главное, всем здоровья. В наше время это самое главное.